Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем мы наше похождение Роз до небес. Будем пытаться сделать что-то, по максимуму. Выжать вот у меня почти лям, если что, там можно немножко будет докупить, но по минимуму. Потому что все-таки этот рост больше подгонка к следующим ростам. То есть будем легендарки сначала вкачаю, потому что для видео нужны легендарки, особенно вот новые. И потом синьку будем подгонять под 16 для реборна. Вышли вот у нас такие очередные предложения тут. Айсберга, Ханака и Майердан. Как его зовут, этого кролика? Мардин Каэр. Вот. Ну, лично для меня из всех представляла бы интерес, пожалуй, Ханака. Но, конечно, 5000 убивают этот интерес на корню. Как-то так. Привет, Сергей. Сейчас мы начнем. Сейчас мы их проверим. В плане. А как? Итак, я взял уже бонус на гильдейскую прокачку. То бишь минус 18% у нас это в гильдии дает. Также взял бонус на перегонку карт. Пока что не завезли нам кризис, пока что не завезли нам Мидаса. Ну, соответственно, будем работать с тем, что есть. Итак, вот вчера я сделал там одно повышение. Переходим. Ну и начнем мы, скорее всего, все-таки с варлордов. Быстренько качнем их, где можем. Немножко у меня тут поднакопилось на них уровней. Вот так вот. Так, черлидершу я не брал. Вдова. Хреново, что выскакивает вот это сначала табличка, а не та, которая действует. Я вот, например, не помню, сколько мне нужно еще поднять уровней для роста. Но она вылезает, и это хреново на самом деле. 8, еще 2 раза. Очень неудобно, что она выскакивает. 9 и 10. Все, сделали. Первое задание выполнено. Получаем 50 изумрудов. Ну это зависит от того, как там по донату, еще что-то. Привет, Ильхан. Ну, про рост до небес, да. Ну, так как рост будет короткий, потом еще немножечко сборочек попробуем. Рост-то чего рост? Мы рост довольно быстро сделаем, поэтому еще немножко сборок потом замутим. Так что, если у кого-то есть интересные сборочки после роста, кто-то прокачал каких-то героев, хочет попробовать, то кидайте, будем посмотреть. Так, готово. Ифрит. Ифрита тоже не качал. Ну, блин, вот это его, конечно, на один ход, ну, совсем как-то, блин, несерьезно выглядит. Минус 25. Хотя бы на 2, на 3 хода бы делали. Ну, не настолько сильное умение, чтобы его делать на один ход. Ну, как раз 21 203. Ну, вот, только из-за тушки, как говорится. Так, и я не помню, качал я Войда? Нет, не качал. Так что Духа Пустоты вкачаем. Вот мне нравится, конечно. Вот этот скин, пожалуй, один из лучших вообще в игре. Прикольно сделано. Ничего не могу сказать. Так, что здесь у нас? Так, здесь шамана можно качнуть. Можно белого шамана качнуть. Можно пряника качнуть. Так, делаем тогда на максималку сейчас. Так, до 17 675. Все, я понял. Это я уже тут куплю. Так, где у меня угор? 17740. Все, понятно. После этих тогда будем уже делать это. Когда вкачаем. Пока можем вот улучшить мы Норда, короля севера.
потом карточки прокачаем, и там должно в районе 19 тысяч у нас выходить пачка, потому что я там кое-кого пробуждал. 19 600 должна максимальная вроде получаться, если не ошибаюсь. 31 всем врагам, 8,48 копейщики. Ну, тоже, конечно, такое себе. Так, раз, два, три, 4, 5. И 31 тоже должны здесь стать, да, 31. Сколько нам осталось? Очень эта плашка мешает, приходится постоянно лазать, смотреть, сколько осталось, сколько что. Вот уже сделали, я, может, уже и до этого, блин, сделал. Реально бесячая тема. Так, кого мы там еще можем? Так, шамана, я помню, мы можем. Шипы 40 теперь. По-моему, больше у него или будет. Сейчас посмотрим. Да, еще шипы можем улучшить. Как раз. Шипы 48. Пряник. 52 подарки теперь наносят. И сколько там? 71 теперь подарки наносит. Так, ну и бурый мишка. Тоже мы ему 48, по идее. Там, по-моему, шипы должны у него стать. Да. 48 шипы. Прикольно теперь мишка выглядит с такими когтями. Так, ну, с ними мы вроде как разобрались. Теперь надо переходить на героев. 15-10 еще раз нам надо сделать. Переходим, соответственно, мы на героев. Так. Снежок на анаболиках, ну да. Так, Сталкит Фредди, Мишер Шах, Иостра, Грейс, Мизу, Диксон, Огр. Окей. Как только закончим с ростом, будем тестить сборочки. Так, ну начнем с Артура. Так, он у меня пробужден на 6-м, да. Ну, погнали, 10 раз нам надо его улучшить. 5, 6, 7, 8, 9. Имеет ли смысл его дальше гнать? Ну, пробуждать-то его точно нету смысла. Нам 360 карточек толком ни на что не хватит. Улучшить колотболгу, ну, тоже хрен его знает. В принципе, сейчас 39. Плюс 30 дает в линии. Так его, наверное, пока и оставим. Так его пока и оставим. Сейчас посмотрим, сколько у нас. Еще один раз нам надо сделать. Или добить уже Артура, дать ему это здоровье. 11 тысяч. 144 все-таки будет. Ну, давайте дадим. Пусть уже здоровья побольше будет. Так, все, сделали мы это. Забираем изумрудики. 200 забрали. И 40 раз нам надо сделать, чтобы получить 350. Так, ставим на... Так, для начала на реборны поставим. Кого мы можем перевести, кого я хотел. Так, что у нас здесь получается? Пробуждаем. И 710 карточек у нас еще будет. Да, делаем это пробуждение. И гоним его также на максимум. Ну и плюс 22 здоровья. Давайте дадим. Здоровье все-таки у него один из ключевых показателей. 116 на 46. Так, можем мы его пробудить. Так, кого мы можем пробудить, чтобы еще и карточек нормально поиметь? Практически никого тут, да, я так понимаю. Все у нас на 11-х. Рыжее бестие мы сейчас не разбираем. Все, тогда с этим, с реборными пока закончили. Прокачаем селкит. Нужна мне селкит. Вот вернулись мы на 116 урона наносимого. Так она хотя бы уже будет посильнее выглядеть. Ну, 185 на 56 получилось. Не могу сказать, что прям плохо. Так, и, по-моему... крокодила у меня нет пробуждения. Ну, я не буду его сейчас загонять выше. Это дорого, и для меня это сейчас ничего не несет.
Так. Можно дать уровень Мантису. Просто легендарочки чуть-чуть хотя бы вкачать. Так, хотел я 11 атаки. Ну, что 11 атаки дадут? Он у меня пробужденный. Не нападала мне тогда на лоскута вообще карточек. Так, вот она. Моя мисс Ангелия. Надо ее гнать. Так, по 16. Так, сколько у нас вообще осталось? Главное не пропустить опять в очередной раз. А то я такой любитель, блин. 23. 17 раз еще нормально. Так, 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 так. Угу. 350 карт это нормально для первого роста. Да нормально, конечно. До 8 стадии. Ну, нормально. Привет, Артур. Так, 31 изюма. Норм. Привет, Эвас. 400 не хватает на Джимми. Ну, подкопи лучше. Если реально тебе прям нужен Джимми, ну тогда лучше подкопи. Так, где наша там Ангелия это доблестная? Вот наша Ангелия. Ну вот так у меня Ангелия получилась. Чуть-чуть не хватило на это. Но она у меня уже, да, 2 раза пробужденная. Надо ее гнать. 74 на 159. Ну, не самая слабая, не самая сильная. Вот еще бы один уровень, чтобы 47 сделать. Но у меня на нее нету карточек там, насколько я помню. Так, немножечко поднимем Джанну. Все, с Жанной закончили. Есть у меня дед. Блин, в основном падает порядок, зараза. Вот. Порядка нападало прилично. Так, пробуждение на 16-м. То есть можно смело его гнать. Ну, потом дам я ему этот 13 уровень, на десятку повысится. Так, Худу, мой любимый также Худу. «191» теперь у него тотем. Ну вот, в принципе, чего я и ждал. За 191 уже можно что-то мутить. То есть, да, пробужденный у меня на 11, там потихонечку, значит, гоним его на 16. 191 это уже хотя бы что-то. Ну вот есть у меня вот такой крендель. 1500 карточек мне на него нападало. Сейчас посмотрим, сколько осталось, и будем его потихонечку гнать. Все, сделали. 350 забираем, 70 раз нам надо улучшить, получим 650. И, может быть, на этом уже будем потихонечку с ростом-то и заканчивать. Сейчас посмотрим. Есть у меня Коба, есть там еще вроде несколько таких. Потому что надо, сейчас еще будет немножечко редкие подогнать. Так, зачем я это сделал? А, ну ладно. 11 уровень требуется его пробуждения. — 790 карточек у нас. Если не ошибаюсь, на 11 уровень мы его должны будем вернуть, по-моему. Пробуждаем. Следующее пробуждение у нас, получается, на исцеление пойдет. Девять, 10, да. Даже еще на 12, в принципе, хватает. Можно сделать 39 на 183. Плюс еще есть 4 духовные связи. Это у нас 3,9, 8,9, 8,22. То есть будет он 47 на 205. Как-то так он будет выглядеть после того, как дадим ему все духовные связи. Так, Грута я хотел подкачать в связи с тем, что ныне происходит. Пробудить его хотел, что у него там улучшится. В конце хода здоровье у него. Ну, атрибут довольно важный для него, поэтому возьмем.
Ну вот, получается, 154, 179 на 44, плюс 50 в конце хода. В принципе, доволен. Так, есть куча Энлили, я ее тоже хотел попробовать, поэтому давайте ее просто загоним на максимум. Пробуждать пока, наверное, не будем. Следующее пробуждение у нее даст... Оно ничего не даст, чистые характеристики дает. Так что пока пробуждать ее не будем. Просто загоняем ее. И посмотрим, что получится. Ну вот как раз 11 уровень ей дали. 17 она крадет у варлорда. Вражеский варлорд атакован, крадет 17 у двух случайных врагов. Ну, лишний, грубо говоря, герой, притом летающий в пачку воровства атаки. То есть сработала кража атаки союзника, включая себя, получает здоровье, ну и имеет полет. Не так уж и плохо. Сейчас посмотрим, сколько нам осталось. Посмотрим, что у нас там еще по легендаркам. Ну, 25 осталось. В принципе. Так. Угу. Оба. Кактус довольно неплохой. Но все равно на него надо брать героев с разгоном ХП. 2 раза пробужденный на 15 уровне, 144 здоровья, стоит неплохо. И 1 на 1 хорош против перекачи. Угу. Но кактуса нет. Тоже хотел события веселого Хэллоуина выбить Грэмори, но не получилось. Угу. Это на 9 лиге, которую я пробудил и закачал до 16 левела. Понятно. Так. Болтса я даже не знаю, стоит сейчас качать или не стоит, честно говоря. У меня пробужден 2 раза. Но вот основная плюшка-то у него будет на 16 уровне. То есть, но вот то, что вот этот урон увеличится, понятно, что там он будет призывать все равно шлаковых болтсов этих маленьких смотрителей. Но вот этот урон хотя бы будет, ну, что-то давать. Потому что, ну, то, что есть сейчас, 9 урона, и то, что будет 14, ну и даже на 16 23, ну, это просто жесть. Это вообще ни о чем. Тем более, что у него плюшек-то больше и нету. Но он призывает свою копию в лаконичке 46-80. Ну, это жесть. То есть основная его все-таки фишка должна быть в том, чтобы почистить стол. А так получается он той же самый... Ну, единственное, что он имеет полет. По сравнению с Масурой этот герой вообще ничто. Ну, как-то так. К сожалению, опять же. Так, здесь я могу пробудить. Но загнать ее получится только на 6 уровень. Поэтому смысла не вижу. 56-45. Не, по характеристикам, конечно, она уже лучше будет. Урон она лучше будет наносить. Но по кристаллам она будет очень сильно проигрывать. Так. Ну, Фрост. Можно, конечно, хотя бы немножко здоровья ей дать, чтобы посмотреть. Потому что, ну, 70 совсем мало. Вообще с одной тычки отлетает она только в путь. Так, пробуждение. Требуется 11 уровень. Блин. Я ее догоню до 11-го. Пробужу, но на 11 я ее, получается, вернуть не смогу. А если посмотреть... Здесь надо вообще посмотреть, может перегнать кого-то можно. А вот у меня есть 3000 чемпиона арены. А как она здесь будет выглядеть на 16-м? 32,54, здесь 49,73. Здесь уже 82,106. Но если эволюционировать, то я получаю 195 карточек. По-моему, все равно мне до 11 не должно хватить, если я не ошибаюсь. Нет, не буду пока я перегонять. Черт с ним. Так. Что у нас еще тут есть интересного из легендарочек? Вот кого я хотел посмотреть. Опять же, поэтому сейчас качаем его насколько сможем. Соответственно, при пробуждении на 11 у него увеличивается урон по врагам в линии. То есть он сейчас, ну, фактически он всех сейчас будет сносить, кто ему попадется в линии, потому что, ну, этого урона реально хватает. Редко сейчас все-таки встречаются герои с больше, чем 267 здоровья. Единственное, что баблы остаются баблами, они ему ничуть не мешают. Ну и в начале хода получает 32 атаки. 89 на 64. Ну, будем пробовать. Так. Давай тебе чуть-чуть дадим, просто чтобы ты отсюда пропала, к чертовой матери. Все. Фанаты разобрались. Диплиус. Мой любимый дорогой Диплиус.
Ты у меня пробужден на 11-м, то есть тебя смело можно гнать вообще вперед. Ввысь. 88 врата. То с чем-то там, да, они 132. И плюсы, конечно, нападало от души просто, душевно в душу. На 14 уровень мы его загоняем. 85 здоровья, конечно, очень мало. Врата, да, 0,132, но здоровье, конечно, нужно ему как-то прибавлять, чтобы он мог стоять за этими вратами. У меня есть также мой любимый Минотавр, чтобы он провалился. Можно его пробудить, давайте его пробудим, наконец, чтобы тоже забыть уже про него. Пробуждаем. И вкачиваем. Так, блин, я опять не посмотрел. Может, я уже и выполнил давным-давно. Кстати, не удивлюсь. Да, я уже сделал. Блин. Походу, я там профукал 115 раз. Ну, 115 раз, кстати, в оригинале мы можем сделать. 115 раз можно сделать. Тогда сделаем 115, получим этот косарь. И, в принципе, все на этом. Угу. Из легендарок сейчас, я так понимаю, мы последним будем качать, наверное, Миноса как раз. Миноса и, может быть, еще Ханзо. Ханзо я тоже хотел посмотреть, чуть-чуть вкачанным. Очень мало у него прибавляются шипы, очень, блин, не сильный герой вообще от слова совсем. «21 шипы». Ну, так его и оставим. 128 на 47. Так его и оставляем. Так, и Ханзо. Так, Ханзо у нас получилось на 9, пробуждение, да, на 16, следующее 72 на 68. Щит судьбы получает 21, контратаку, ну понятно. Девчоночка, нет. Все, тогда переходим на синьки. Синьк у меня там должно быть много, и ее можно нормально сейчас качать и попробуждать. Кстати, если переводить, то это будет 1000, ну, 186. Ну и все равно как бы смысл. Смысл 200. И там еще 186, 500. Нет, не буду я этой ерундой сейчас заниматься. Эти и так синьки потом придут, при том немалых количествах, скажем так. 8, 9, 10, 11. Пробуждаем. И гоним. Гоним, 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 гоним. По-хорошему его нужно гнать вообще до 16-го. Чтобы он был уже на следующую... Вот, все. Чтобы он был к следующему росту, который я все-таки наконец соберусь когда-то сделать. Чтобы он был глобальный. Так, связи понятно. Так, до 11-го. Также гоним до 11-го. Так, фигня этот болт. Да, согласен. Привет, Шамиль. 2,5 ляма. 3 или 4 перса с полетом. Ну, можно будет попробовать. Так, всем привет. Что это вы тут делаете? Да, хрени вообще полный страдаем, блин. Да, а ты-ка не по кнопочкам, это точно. Да, Огрока я, конечно, хочу. Надо поднимать его на 16, но что-то там надо посмотреть. Мне карточек, по-моему, сейчас еще не хватает. Как бы я там не пыжился с эпиками и прочим, по-моему, еще не хватает. Ну, сейчас посмотрим. Так, пробуждаем его на 11 и также гоним до 16.
его поднакопилось нормально. Так, 12, 13, 14, 15, 16. Все сделали. Сделали Артурку. Так, здесь у меня 17. Так, 11 дали. Сейчас нужно смотреть, сколько у нас осталось, во-первых. Так, 67 мы дали. Нам нужно еще 50, 48 раз. 48 раз нам надо еще качнуть кого-то. Сейчас посмотрим, кого мы можем это, с кем мы можем это сделать. Так, 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 так. Кстати, вот этот кристалл очень даже неплохой, ну, сам по себе. То есть может он где-то и подтащить. Особенно вот то, что при смерти союзника дает доп. Атаку случайному союзнику до 2 раз заход. То есть 2 союзника, там тех же самых мертвячков, например, умерло, он раскинул 2 дополнительные атаки случайному союзнику. Ну, 4 получается. А нет, 2. Вот, ну и там то, что атаку дает союзникам за каждого врага, ну, тут уже такое себе. Но вот то, что доп. Атаки раскидывает. А, кстати, Афина же, блин, ее сейчас много где используют, поэтому надо ее хотя бы немножко поднять, чтобы, ну, хотя бы как-то можно было ее в своих пачках использовать. 58-49, ну хотя бы что-то, хотя бы. Так, вот у меня еще есть эпик. Вот его уже можно так целенаправленно 6-11 ему дать. И потом ждать. Так, пробуждаем. Гоним на 11. И на 11 он будет ждать уже роста. Потом следующего. Мой 9, 10, 11. Далее. Окей. То же самое. Пятый, 6. Даже вот так сделать. Подешевле будет. И в большем количестве карточек. Пробуждаем. Гоним. Скорее бы размотаться с этим ростом. 8, 9, 10, 11. Все. Сделали это. И осталось у нас в итоге, там, по-моему, раз 10, наверное, нам надо улучшить. 4 раза вообще надо улучшить. Ну, 4 раза как раз мы сейчас и сделаем. И с ростом уже спокойненько закончим. Так. Увеличение. Кого мы еще хотели бы видеть улучшенным? 4 раза. Мне здесь, по-моему, 4 не хватит этих. На 3 хватит. Раз. 2. 3. И надо еще один раз сделать кого-то. У нас там есть из дешевеньких. Сейчас ведь хрен кого еще дешевенького найдешь, да? У меня 2. Так, эти у меня 16, 11, ну здесь. Так, а из эпиков у меня здесь аж 7 требуется. Ладно, давайте тогда быстренько сбегаем в башню. Ну и в башню, в эту. Видишь, уберем шахту золотую. Бегаем быстренько в золотую шахту. Как обычно, я, по-моему, и пета не поставил, да? Ну, как обычно, все. Так, ну я сейчас поставлю на авто, пока идет. Я схожу как раз перекурю. Забираем это золотишко и продолжим.
Э, Периодически на боевой пропуск и одного пета я купил, и с одним петом мне помогли добрые люди. Так что как-то так. Сейчас, ребят, на телефон отвечу и продолжим.
Так, прошу прощения, телефон. Ну что, рост, в принципе, закончили. 1100 напоследок получили, 1800, 175 раз я уже, конечно же, в этот рост делать не буду. Это я могу, конечно, слить все изумруды и получить 1800 в подарок, и на этом все закончится, но не вижу смысла. Так, это у нас показывает, что типа акция за 1299. Ну, все понятно. Типа набралось у меня монеток, и сразу же надо мне показать, что это акция. Типа 1299, огромная скидка. Пользуйтесь, смотрите, не обляпайте. Так. Да тут я. Так, по поводу сборочек. Ильхан кидал сборки, сейчас мы их найдем. Так. Угу. Так, Селкит, Фредди, Ми, Шершах, Эостро, Грейс, Мизу, Виксен. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Окей. Сейчас тогда соберем ее. И попробуем в лиге поиграть. Так, где у нас Огр? Где у нас Огр? Вот наш Огр. Просто мы, в принципе, все закончили. Так. И Острый Грейс, по-моему, там были. Сейчас посмотрим. Да, кстати, по поводу Ограка хотел я посмотреть. Просто если я, допустим, даже перегоню все его карточки, 4000, эволюция даст 500. Здесь у меня 1700, то есть плюс еще 1/3. 107 и 33. Ну, 140 карточек. 340 получится, не хватит на 16 уровень. Я его поэтому сейчас, в принципе, постоянно просто на один уровень усиливаю, как бы трачу 138 пыли в сутки. Вот. Так, помню я, что там был Фредди, да? Фреддик. Так. Селкит, Фредди, Ми, Шершах. Угу. Природа. Селкит, Фредди, Шершах, Ми. Грейс там нету. Эостро. Грейс, Мизу и Виксен. Грейс, Мизу и Виксен. Так, порядок стрелки. Грейс. Грейс. Природа. Мизу и Виксен. Вот так у нас получилось. Так, Пет стоит. Ну, погнали. Погнали, попробуем. Как обычно, по 3 игры сыграем. Арале нам попадается. Арале. Наверное, снизу начну. Надо рунок ему сейчас будет подкинуть. Немножечко. Как получится. Ага. Понятно. Понятно, очень приятно. Поскольку она бьет она по 116. Блин, если по 8, то мы в громадном пролете, да? А если так, то мы сами по себе урон нанесем. Но. Что мы ее заморозим, правильно? Но мы ее не убьем так. Ну, короче, рискуем. Отлично. Отлично. Да, Шершах, конечно, гораздо слабее, чем хотелось бы. Так, ну здесь мы уже можем, в принципе, смело Виксена ставить. Продолжаем за спам рунами. Заморозки. Прекрасно. Ну, он здесь уже, я так понимаю, сам просто сливается, да и все. $209. Ну да. Здесь он уже просто сливается. Добиваем его. Арале оказался слишком слаб. Эпический сундучок. Ну, неплохо, кстати. Уже второй падает мне. Мортиша. Мартиша. А где же главный из семейства Адамс? Помог здесь нам Фреддик.
А вот здесь, кстати, интересный вопрос. Здесь вопрос интересный. Фреддика нету. Вот, кстати, одна из фишек, как сожрать Фредди называется. Можно его просто забрать к себе. Так, что мы здесь можем? Наверное, лучше будет даже так сыграть. 200 на 60. Но против нее, как вы знаете, это не шибко-то и работает. Это природа получается. Можно поставить Виксона, в принципе, разбайтить его на то, чтобы он сейчас поставил кого-то на двойную атаку, чтобы потом кинуть немоту. Нет, он не ставит на двойную атаку, засранец. Так. Давайте тогда так. На ближников, ну, не самый плохой вариант. Мортиша. Кстати, странное очень выставление сейчас Легиона было. На самом деле. Но, правда, он убить нас сейчас может дружненько всех. Можно так поставить. Блин, хотя 2 руны потеряли заморозки, да, получается мы. По большому счету. Здесь, кстати, можно вот так вот сыграть. И это уже будет жестко. Это уже будет жестко. Да. Убьем мы его так или не убьем? Так, еще такая есть Фредди, Артур, Кактус, Ореох. Ну, это попробуем тоже. Так, так, так. Я хочу посмотреть на количество твоих кристаллов. Ну, там перекрывает... 3100. Сейчас. Если в чате доктор. Доктор есть. Можно мою деку? Да, можно, конечно. Шаамуна и Острый Дьявол, Грут, Юстия. Не разгоняю, просто ставлю пару стрелков и легиона. Так, а еще у меня Стрик и Ангелия. Окей, сейчас попробуем, ребят. Так, ну здесь он сдался просто. Так, играем 3-ю игру и переходим на следующую сборку. Угу. Ну, давайте опять так же снизу и начнем. Немножечко ему рунок здесь поставим, постараемся. Хотя, может быть, лучше сначала было поставить Грейс. Может быть. Неплохо. Хорошо, что туда руна встала. Угу. Понятно. Ну, тогда врубаем лечение. Так, по-моему, нам здесь... Да, нам здесь определенно хватает. Может, ее стоило и спрятать, но, с другой стороны, так мы 2 ряда перекрываем. Не так много у нас здоровья все-таки пока. Понятно. Понятно, понятно. Здесь можно ими поставить. 3 девочки друг друга нормально так бафуют за счет и острый. Угу. Я тебя понял. Можно так сыграть, в принципе. У нас все еще остается немота. 47-23 он нанесет. Ну, здесь жестко, да. Это жестко. Убиваем. Ну, что могу сказать? Интересная рабочая сборка. Абсолютно. Даже хочется на ней прям продолжить играть. Но я ее, конечно, сохраню. И потом попробую.
уже на ней постоянку немножко поиграть. Может, что-то под себя немножко поменяю. Но вообще выглядит очень интересно и симпатично. Но, кстати, интересный, конечно, вариант, когда Фреддика сжирает этот Харон. Потом утаскивает его в свой... Привет, Ярослав, спасибо, и тебя также. Большинству надо третий реборн. Ну, Жень, как видишь, нету третьего реборна, поэтому... Так, Инкредус, Трикангелия Легион, Дьявол Шамуна, Грут и Остро Юстия. А зачем? Не, Грута я еще могу понять. А зачем там Дьявол и Шаамуна при деке порядка? Нет, ну давай, конечно, попробуем, но вообще это как-то довольно странно выглядит. И пишите, пожалуйста, каких вы используете этих варлордов, каких вы используете? Скин начальника. Скин начальный, поэтому две немоты. Я понял. Ну, по-хорошему, вообще отсюда нужно убирать. Грута, кстати, как раз еще хрен с ним можно оставить. Он регенерирует нормально. А вот по поводу Дьявола и Шаамуна я бы, честно говоря, здесь задумался. Ну, давай попробуем, в принципе. Как бы. Начальный скин, это, я так понимаю, этот, что ли? Адама? Ну, давайте 3 игры отыграем Адамом. Так. Убираем мы отсюда. Так, Ангелия есть. Трик есть. И Остро есть. Легион есть, да? Так. Стрик, Ангелия, Легион. Так, Дьявол Шамуна, Грут. Дьявол Шамуна, Грут и Остро Юстия. Дьявол Шамуна. Дьявол Шамуна, Грут. Так, Хаос. Ближники. Шамуна. Ага. Дьявол. И Грут. Природник. Грут. Ну, давайте попробуем, в принципе. Почему нет? Начальный скин. 100 лет на Адаме не играл. Может быть, даже получу от этого удовольствие какое-то. Угу. Так, понеслась душа в рай, называется, да? Давайте пока так. А следующим ходом, если что, мы можем Грута поставить. Но вот сюда, конечно, по-хорошему в такие скины лучше брать алхимика еще нынешнего. Ну вот, да. Бьет она у нас по 29, 80 у нее атаки, 109 не хватает. Не хватает. Но с другой стороны, можно сделать вот так вот. Но попадет ли она в нее? Вот в чем вопрос. Попала, хорошо. Легион пошел. Легион, это прекрасно. Мы сейчас поставим и Остру. И вот видишь минус, что больше никого нету из других фракций, и он бьет по нашим кристаллам, по нашему всему. Так, ну здесь сам Бог велел Грута ставить, чтобы не сдохнуть благополучно. Ну, Грут нормально набирает на самом деле, конечно. Угу, Грут выхватил. По 40 мы наносим. В принципе, можно поставить Юстию. Как говорится, пусть будет. Ну, попался нам, можно так сказать, равный соперник, если так брать. Ну, у него 17 еще, нас там 15 с чем-то, по-моему. Так, переходим на следующий бой. Так, попадается нам Джимик, да? Давайте начнем, пока есть возможность. Так.
Здесь у меня волк взят. Надо было, конечно, на дракона по-хорошему менять. Ну, здесь я чувствую, нам уже особо-то ничего не светит. 93 настолько, но хрен его знает. Хрен его знает. Блин, плохо. Очень плохо. И мне сейчас ее солить уже нечем. Да, он нас всех замораживает. Ну, на Стрика вся надежда. Но Стрик не вытащит эту мадемуазель. Ну да, тут уже все. Ну, это логично. Логично, что нас разнесли. По-хорошему, конечно, сюда нужно брать скин этого. Как его? Рукербоя. Потому что уже сейчас Адам, ну, совсем, скажем так, не актуален. Вообще от слова. Совсем. Просто так подарил 200 урона почти. Отдав их Стрика. Ну вот тот момент, когда Грут реально вот может пригодиться, скажем так. Понятно. Отдаем вторую немоту. Жесть, конечно, блин, вообще капец. Ну и что будешь делать? Грейс, понятно. Ну, хорошо, что не убила с первого хода. Так, а мне вот как ни крути, мне надо ее убивать. Не надо ее убивать, Стрик мне не пришел. С другой стороны, мы можем сейчас поставить, например, Шаамуну все-таки. Ему сейчас нужно сливать и остру по-хорошему. Чем он и займется. Ну, неплохо, кстати, что она хотя бы так сработала. Так, 59-80. Здесь без вариантов. Прошу прощения. Угу. Тоже не самый худший вариант. Главное, Харона слили. Он его ставил в основном, чтобы блоки. Блин, 47. Ну ладно, пока у нас есть блок. Блин, блока нет. О, есть Грут. Неплохо идем. Неплохо идем. Можем вытащить даже. Притом, не скажу, что у него самая топовая там слабая пачка. Но те же самые 15 тысяч, что и у нас. Да, он сдается. Так что, как видите, и это работает. При определенных, конечно же, условиях. Но игра за Адама даже доставила какое-то удовольствие. Просто получил 2 кагемов. Ну, неплохо. 2300. Потратил. Так, не пацан. Да мы уже... Кто-то еще просто не знает. Так, все, закончили с этим. Короче, как ни крутите, но, конечно, сюда лучше зайдет все-таки, ну, конечно же, Джимми. Адам уже, ну, практически не актуален скин. Пофаниться на нем можно, и, как видите, сборка опять же работает. Пусть там и не в полную силу, но вот Грут, например, затащил сейчас катку, потому что иначе мы бы там от Ванакаурина получали урона просто немерено. Поэтому щелкаем ее, условно рабочая, скажем так. Так, следующее. Угу. Лот, Скраб, Афрогрейс, Алекс и Остра. Я понял. Так, ага. Грейс, Стрик, Огрок. Так, ну как я по порядку идем, тогда у нас Грейс, Стрик, Огрок. Угу. Грейс, Стрик, Огрок. Угу.
Так, Грейс есть. Порядок, порядок. Стрелки. Трик. Огрок. Так, Грейс, Трик, Огрок. Харон, Шаамуна и Остра. Так, порядок. Харон, Шаамуна и Остра. И там, по-моему, Лоскут и Вилана, да? Да, Вилана и Лоскут. Так, хаос, стрелки у нас Вилана. И ближники это Лоскут. Так, вот он, Лоскут. Ну, какой есть, пока такой есть. Ну, к сожалению, не падает на него ни на черном рынке, нигде не падает, зараза. Так, поехали. Угу. Угу. По-хорошему, его на первый ход вообще не стоит ставить. Ну, если по-правильному уж играть. Потому что сейчас вот 100 пудов выйдет дракон. Нет, смотрите-ка, нету. Нету дракона-то. Тогда кидаем немоту. Кидаем так. И вот я все... Блин, вот сейчас дракон. Ну, сейчас мы уже кинем на него тоже немоту. Я все-таки стараюсь, когда я беру Огрока... Когда я беру Огрока, я все-таки стараюсь под него брать Дискордию, потому что под Дискордией это просто вообще монстр. То есть... Ну что, пойдут рокербои? Или еще рано? Нет, не пошли рокербои. Не пошли рокербои. Так, ну давайте Грейс пока поставим. Все равно как бы не хватит эту долбаную башню слить. Немножко. Ну сейчас он должен, да, выпускать уже. Но слить вроде как он нас сейчас не должен, если я не ошибаюсь, конечно. Не должно у него уже здесь что-то. Да, ну он просто сдается, грубо говоря. Грубо говоря, просто сдается. Можно там лоскута воткнуть, ну уже не суть. Победа. Первая игра есть. Еще две нам надо сыграть. Ребятушки, сегодня до 13:00. Больше нет возможности, поэтому, ну вот, как-то так. Уже на следующей недельке поактивнее немножко будем. Угу. Я понял. Придется так ставить. Придется. В принципе, он потом кинет немоту. А, понятно. Немоту он уже не кинет. Так, и здесь нам, по-моему, не хватает. Если я не ошибаюсь. По-моему, не хватает нам. Да, единички не хватает. Вот то, что Грейс вот хотя бы до 16 не загнана. По 16 урона. Вот из-за этого именно и не хватило. Так, ну ни хрена тут. Ни хрена себе, сказала я себе. Ты чё, блин, угораешь, что ли? Блин, Вилана сейчас выставлять. Давайте пока так поставим. Угу. 165 извольте получить, да? Ладно. Давай так попробуем. В том, что мне сейчас нечем будет Грейс справляться. Вот в чем беда. Нечем справляться с Грейс. Блин, ну хоть бы раз по Грейс-то ударил. Ёлки-палки. Сейчас от нее в итоге весь урон улетит в Огрока. Ну да, походу здесь-то мы уже проиграем. При этом не скажу, что у него опять же сильная пачка. Просто, блин, нечем Грейс было убивать. Вот что вся беда. Живем и ладно. Живем и ладно. Вот сейчас Шершак бы зашел вот сюда, в этом случае.
на идеальчик просто. А так мы ему сейчас просто Грейс тупо разгоним и все. Не, я тут сдамся. Бессмысленно. Здесь бессмысленно. Так, еще одну игру нам надо попробовать выиграть на этой пачке. Ну что опять такое? Что опять такое? Так, на него не действует, так что поставим его сюда. Будет он его сразу убивать? Не будет. Здоровья маловато, поэтому если он за один ход сливает, в основном он старается это сделать. Ну что здесь можем? Можем вот так сыграть, в принципе. Масурки пошли. Ну, тогда надо вот так вот ставить на самом деле. Чтобы от Масур избавиться. Кидай немоту. Не так это страшно. Не, решил придержать. Ну, дело твое. Понятно. Кристалл, Масуру. Кто бы сомневался. Кто бы сомневался. Вот сейчас поставлю Огрока. Он стопудово поставит эту немоту. Поэтому я сделаю вот так. Да, Шамун у меня как бы остается бессильная, но ему сейчас, да, вот ему сейчас придется немоту ставить, просто чтобы с нее здоровье срезать. Так что может быть не самый худший вариант. Так, здесь у нас получается по 94 у него атака. Он хаос. То бишь мы ему наносим, ну, берем по минимуму 100. Да, нормально. Как раз добиваем его. Четко просчитано просто. Просто мастер-щитовод называется. Так. Угу. У меня в одного баги бывают, когда твой ход кончается, хотя даже не начался. Слушай, тот самый не сталкивался с таким. Угу. Случайно нажимаю на шестеренку, пропускаю ход. Не, это баг действительно, просто я с таким ни разу не сталкивался. Угу. Я на ПК. Угу. Надо тебе в поддержку, наверное, тогда лучше написать будет. Так. Блин. Как лучше сыграть тогда? Там убиваем. Давайте вот так тогда. Отлично. Все, мы вычистили. Ну и здесь, я думаю, уже без вариантов для него. Третью партию мы должны сейчас выигрывать. Ну да. Я тут даже париться не буду, просто ход пропущу. Остается 45. Тут уже ему мало что светит. Да. Пропускаем и даем лоскуту завершить эту атаку. В общем, ребята, по поводу сборки. Она отлично зайдет, если у вас лоскут прокачан на определенный уровень. То есть, если у вас лоскут находится, ну, хотя бы, как я всегда говорю, ну, где-то вот так вот. Ну, либо он на 11 у вас пробужден, и там еще раз на 11 загнан, но тоже там будет больше 100 здоровья. Ну, вот, где-то вот так, чтобы хотя бы 2 героя в него стабильно резали себе здоровье до единицы. Так, сборка интересная, ничего не могу сказать. Так, кто нам еще там что кидал? А, вот. Женя нам кидал. Сейчас сделаем. Виксен, Шершах. Я так понимаю, это мертвый лорд. Скраб. Афра это... Это вот эта девочка, я так понимаю, из порядка. Джакси Громовой Кулак. Я так понимаю, это она. Но здесь, конечно, для Джакси нужно... Блин, может ее пробудить в натуре, докачнуть. Насколько влезет. 37 на 53. Здесь мы, конечно, ничего не получаем, только плюс атаку и здоровье. На следующем ходу блок получим. Давайте, блин, хрен с ним. Пробудим ее, да. Немножечко подкачаем. Там, насколько нам деньжишек хватит. До 6 должно хватить.
Не хватает. Не хватает. Получается, все равно она сильнее, чем была до этого. Господи, жуть какая. Так, сейчас. Где мы еще можем чуть-чуть золотишко бы поднять? Нигде мы не можем, в принципе, золотишко поднять. Здесь у меня, по-моему, нету. Ребятушки, без обид, я уже сейчас сам не всегда успеваю читать полностью чат, поэтому если что-то пропускаю, то не обижайтесь на меня. Так. Ну, сейчас попробуем даже с такой, в принципе. Но единственное, что... Блин, конечно, она настолько слабая. Если вы не против, я ее в потасовке попробую. Потому что, ну, ты сам говоришь, что колода, в принципе, экспериментальная, поэтому... Так, Виксен, Шершах, Лорд Скраб. Так, скидываем тогда это все. Виксен, Шершах. Так, природа. Виксен, Шершах. Угу. Мертвый лорд. Некачанный нифига, блин, слабак. Краб. Также, кстати, не пробудил я его. Надо по-хорошему пробуждать. И опять же загонять. Так. Лорд Скраб. Афро Грейс. Алекс и Остро. Афро Грейс. Пока, Максим, спасибо. Ой. Не Максим. Максим, привет. Пока тот, кто сидит с аккаунта сестры. Максим, привет. Так. Афро Грейс, Алекс и Остро. Сейчас сделаем так, порядок. Афро Грейс, Александрия и Остро. Ну, Александрия, опять же, конечно, оставляет желать много лучшего. Ну, что поделаешь. Я говорю, вот это у меня сборка просто получится очень слабой, поэтому сыграем немножко в потасовке, заодно, может, голдишку подфармим немножечко. Надо голдишку фармить. Надо голдишку фармить. Так, ну вот из чего нам тут начать? Давайте начнем так, в принципе. Я, может, стоило сейчас Алекса. Ну, Александрию, с другой стороны, тоже отдавать просто так. Это одна из немногих немоты, тем более, которая может Харона спокойно засалить. Вот и Муна. Муна нам не особо страшна. У нас есть Мертвый Лорд. Когда есть Мертвый Лорд, вообще, на самом деле, Шаамуну ждешь прямо как будто с удовольствием даже. То вот сейчас я противнику сделаю бяку. А, дела отлетели? Так, нас засалили. Окей. Ну, сейчас Александрию отдавать тоже такое себе на самом деле занятие. Но иначе мне с Ивострой на данном этапе не справиться. И тоже, кстати, блин, еще хотя бы трешечку бы туда кинул, чтобы нам полностью от нее избавиться. Но нет же. Сейчас он не мату кинет, понятно, что иначе Грейс там уже начнет 7-ю атаку набирать. Угу. Здесь я даже не знаю. Здесь уже, наверное, нам тогда лучше кинуть. Так, сколько у меня раненых? Раз, два. Давайте тогда вот так вот сыграем. В принципе, дракон нам каких-то особых там неприятностей не доставляет. Стрелка ему здесь не поставить, придется ставить ближника. Блок у нас, конечно, вот наплакал. А, он вообще вот так вот сыграл. Окей. Тогда и мы, в принципе, можем поморозить. А вот сейчас уже, можно будет и камушки. Ой, да, можно его ставить. В принципе, можно. Не знаю, куда там уйдет что. Понятно, как обычно, ушло не туда. Заморозили немножко не того. Но, с другой стороны, очень странный ход, честно говоря. Очень странный ход.
Ну и добиваем его. Очень странный ход. Вообще странные очень ходы делал компуктер сейчас. Так, привет, Алексей. Харон, Чупа Доминус, Шамуна, Грейс, Грэмори, Вилан и Остро. Все, понял. Сейчас еще 2 игры мы играем здесь и переходим к твоей сборке. Окей. Здесь просто, я говорю, я очень сильно проседаю, конечно, вот по этой, ну, во-первых, по афро. Так, хватает у меня здесь? Хватает. Четко вообще при этом хватает. Тютелька в тютельку, чтобы Грейс слить. Отлично, до здоровья немножко поднажрали. Ага. Здоровье немножечко потеряли. Что у него по мужикам вообще? Стоит час отдавать, не стоит? Ну, на самом деле тут одни мужики. Поэтому мы его просто так убьем. Без всяких изысков. Пришли и покарали. 3, 4. Окей. Окей. Кстати, вот здесь-то уже можно и подморозить, наверное, попробовать. Атаку мы у него все равно украдем, как бы. Ему надо сливать нас. Ну вот теперь можно и острую юзануть. Как бы 29 здоровья нам не очень страшно. Ну, понятно, что он... Кстати, 2-й раз уже дед выходит. Как-то сомнительно это, товарищи. Сомнительно, очень сомнительно. Ну, так это нормально украли. Но он все равно сейчас сольет нашего крыса. Да. Сольет нашу крысю. Крысю нашу сольет. Здесь я вот даже не знаю, кого тут не хватает. По-хорошему, конечно, Стрика не хватает. Но сейчас он опять выставит этого, да, я так понимаю? Блин, ну четко хватило, блин. Задолбал. Давайте поставим, наверное, вот так вот даже. Блин, я не знаю. Хватит. Что хватит, что не хватит. Что так, что сяк он нас убивал. Твою мать. По-хорошему, опять же, нужно ее ставить, значит. Блин. Я уже не совсем просто понимаю, что мне тут делать. Ну, в идеале вот сюда поставь. Или... Блин, 3-я выходит. Вообще не парясь просто. Ну, блин, ну как это называется-то, блин? Ну, мне тут не хватит урона. Урона не хватит. Так, чисто поржать. По 1 раз попало в нее. Нахрен. Сдаюсь. Просто извращение. У меня такое впечатление сложилось, что у него выходили только Грейс и деды. Все. Больше вообще там никого не увидел. Какая сборка из 3 существ, блин. Давайте попробуем начать. Так. Ушло туда, жалко. Лучше бы сюда ушло. Здоровье нам не помешало бы. Масуры понеслись. Ой, понятно. Чё? Вот что я тут должен делать? Давайте так. В принципе, нам еще ход простоять. Там можно... Блин, ну... Ну, понятно, что не мату мы здесь кинем. И что нам это дает? Ни черта не дает. Атаку можем порезать. По смыслу. Хотя... Раз порезали, 2 порезали. Практически в нулину. Не самое плохое. Угу. Я понял. Попало во всех, кроме Масур.
Опять же, все понятно. Понятно. Блин, вот сейчас Грейс ставить. Ну, можно ее поставить сейчас. Ну, что это даст, опять же? Ну, ее сливает Ангелия в одно лицо. Нет, такая сборка, ну, мне лично определенно не зайдет, потому что герои просто не вытянут такое. Так что, к сожалению, опять же, мне нечего противопоставить вот таким сборкам противника. Ну, при этом они не сложные абсолютно. То есть, если брать адекватно моим героям ее, то их можно выносить. Так что, действительно, нужны здесь, ну, правильно, ты как и писал, нужны третьи реборны, согласен. Здесь, пожалуй, единственный, кто более-менее у меня может, это вот Шершах, ну и Острый частично. Ну, Лорд, понятно, у него одна функция своя. Крыса слабая, поэтому, тем более, она даже на 11 уровне не пробуждена. Так, Харон Чупа Доминус. Харон Чупа Доминус. Харон Чупа слабый, Доминус средненький. Харон Чупа Доминус. Шаамуна Грейс Грэмори. Шаамуна Грейс Грэмори. Вилан и Остро. Вилана и Остро. Ну, давай попробуем. В принципе, здесь уже, наверное, можно и в лигу на ней пойти. 15 тысяч есть. Ну, конечно, единственное, что Чупакабрас не вытягивает, к сожалению. Такие. Надо его пробуждать еще раз. И тогда уже можно с ним еще что-то делать. А так нет. Минус 29 атаки сейчас порядку. Это ну, вообще не солидно. Абсолютно. Ну, зашибись. Что ты тут от меня ожидаешь? Ну ладно, давай так. Кстати, не самый плохой заход. И вот сейчас этот баг 100 пудов сработает. То есть то, что он будет 8 ходов хилиться, проклятия слезут с него. Я почему Грэмори сейчас не беру? Да потому что это, блин, только нервотрепка сплошная. Ну, здесь мы вообще слили, понятно. Тут и немота-то уже не помогла бы. Тут и немота уже не помогла бы. Лиф. Погнали дальше. Так, ну, давайте попробуем начать с Доминуса. Может и стоило с Грэмори начинать, конечно. Доминус потом бы это все уничтожил. Ну, черт его знает. Так, понятно. Вышла Шаамуна. И мы при этом с одного хода сливаем. Сейчас еще и вылетим, да? Нет, не вылетим. Так, ставить вот ее, не ставить, Вилана. Он 31 атаки снимет с нее. Но у нее там 25 еще... 15 у нее доп урона. 31 атаки мы снимаем. Соответственно, остается 60. Ну, то есть все равно, как ни крути, все равно получается, что урон она получит. Точнее, ну, убьет она Доминуса. Убьет она Доминуса. Поэтому можно, конечно, вот так вот сыграть. Да, но к нему ушло одно проклятие, насколько я помню. Да, одно проклятие к нему уползло. Уже неплохо. Понятно. Очень приятно, мать вашу. Вот по 36 сейчас ему будет потихонечку капать. Пошли стрики. Легион будет, не будет? Нет, легиона нет. Уже радует это дело. Уже это дело радует. Урона-то мы сейчас, получается, нехило выхватим. Но немоту кидать надо. Так, он с руной стоит там? Нет, он без руны стоит. Соответственно, они два раза проатакуют. Ну, по 30 это понятно. Блин, его сейчас, наверное, с одного хода, правда, сольют к чертовой матери. 62 здоровья все-таки, ну да.
Вообще не сильно. Блин, ну еще... Почему, блин, против меня всегда это прокатывает, блядь? Почему? Вот сейчас мне нельзя ставить. Надо ставить вот так вот. Ну, хотя бы, ладно. Согласен. Сейчас надо камни ставить. Ну, сейчас она стрелком этим уберет. Либо он может сюда кого поставить. Посмотрим. Регионом. Так, ну вот сейчас можно, конечно, и остров-то воткнуть по большому счету. 47 получится, не страшно. Как... Угу, понятно. Здесь так нас уже грохают. Ну да. Блин, мне даже реально нечем убивать-то. Я могу здесь Харона как бы воткнуть. Здесь уже столько урона входит, что просто капец. 129. А, ну понятно. Понятно, да. Конечно, конечно. Не отказывай себе ни в чем, чувак. Просто вообще не парься даже. Твою мать, блин. Просто жесть. Вот как это выигрывается, я не знаю. Так, две. Или первая? Первая, по-моему, да, игра была? Когда чел левелом выше, тебя щадили. А щадили это... в чем? В каком плане щадили? Просто сдавались мне, что ли? Нет. Никто мне не сдается. Здесь вообще нет. Бот не может щадить. Бота ты либо обыгрываешь, либо не обыгрываешь. Слово пощада, ну, боту априори не может быть известно. Слово пощада боту неизвестно. Давайте вот так вот, наверное. Ну ладно, хотя бы этих слили. Уже неплохо. Угу, дьявол. Дьявол ничего не так страшно. Так, вырубаем лечение. Вырубаем и остру. И всех, собственно, выносим. Сейчас должны пойти, по идее, трики, да? Ну, рутербойчики. Или нет? По-хорошему должны рутербои пойти. И легион, если у него, конечно, он есть. Я так понимаю, что легиона нет. Ну, соответственно, извини, братан, это будет твое поражение. Тут без вариантов, как бы. Грейс разогналась, ну и все, заканчиваю. Вот как-то так. Хотя бы поддавались. Так, ну если у кого еще есть сборочки, то кидайте, а пока пойдем в темную башню немножко помучаемся. Я вчера одну игру победил, одну игру проиграл. Ну, вот пару попыточек на сегодняшний стрим, в принципе, я оставил. Так, где у нас пиратик? Берем пиратика. И погнали. Да, вот две попытки есть. Попробуем что-нибудь здесь соорудить. Наверное, надо было перезагрузиться, конечно, потому что если выкинет из башни, то это будет просто фиаско. Хотя это и так уже, по-моему, просто фиаско. Ну да, руны по 54, красавчик. Называется, вот что значит улучшились, да? Попадем, не попадем, у нас раз, два, три, 33%. Либо можно вот так вот долбануть.
Ну вот сейчас акул выпускать нельзя. Ну вот от слова совсем нельзя. Потому что выйдут рокербой и сольют мне все к чертовой матери. Они и так там мне 100 пудов сольют. Ну давай вот сюда. Нет, ну туда, ну еще ладно. Но они встали на руны опять же. Ну, правда, у меня есть стрик. У меня есть стрик. Правда, стрик этот мало что дает. Стрик этот мало что дает. С другой стороны, подлечиться чуть-чуть. Потому что он сейчас... А, он не убивает такую. То бишь можно так вот сыграть, да? Блин! Ну твою ж мать, а! Вот надо же было именно сработать. Ну как бы ладно, мы его добьем, конечно, но просто обидно. Ну, понятно. Мы его еще не добиваем. Мы его еще и не добиваем. Ну, на что здесь рассчитывать? 70 есть, 110 осталось всего лишь со стола набрать. Ну да. Я, блин, в шоке реально. 2 баблища, блин. А, капец. Ну что, поражение. Подгадывай что-то, не подгадывай. Тактики, да в жопу тактики. Выходит просто синька, которая, блин, в 3 раза сильнее моей. Вот и все. Никакие здесь тактики не сработают, чертовой мать. Ладно, поскорее надо закончить, чтобы, блин, не сдохнуть тут, блин, от инфаркта с этой темной башней. И забить на это дело. Так. Удаляем. Я ничему не учу. Я всегда говорю, что, ребята, ждите кризис или это. Я качаю так, как я качаю. Ребята, не надо путать мягкое с теплым. Я всегда говорю, что не надо делать, как я. Вы чё? Фига такие предъявы, чему учим? Ничему не учим, в том-то и дело. Я говорю, вообще ждите роста, ждите Мидаса. Ну, в идеале, опять же. Но все же вечно торопятся. Не сдох. Жалко. Тут ни хрена себе тут. Макс залетел просто с 2 ног. Так, вот здесь, кстати, интересный вопрос. Блин, не очень, конечно, приятно. Не очень, конечно, приятно. Блин, надо по-хорошему Тхарона, конечно, брать. На него хотя бы немота, если что, не придет. У него, если что, немота не придет. Вообще, конечно, хреново очень, что он поставил его. Ну да, значит, понесется душа в рай. И, конечно, первым делом ты убил Харона. Я ничего не говорю вообще. Да, здесь без вариантов. Тут без вариантов. Мы проиграем сейчас. Замечательно. Ну, конечно, противников дают. Ну да, 20-ка, 240 тысяч в руке. Ну, о чем тут базарить. Замечательная башня, короче, нахрен. Нервы тратить не будем, забыли про башню, да и все. Так. Что у нас там по сборочкам? Если ничего не кидаем. Да, ну каким примером? Макс, завязывай. Я это делаю, просто понимаешь, ждать хорошо, когда тебе не надо ничего. То есть ты можешь для себя спокойно играть. Это одно дело. А когда для того же самого видео тебе, например, хочется использовать одного героя, у тебя карточки есть, а надо его усилить, еще что-то. Ты знаешь, я, например, наплюю на то, что я потеряю какую-то выгоду в будущем, то, что я там рост делаю по-другому. Но я спокойно качну его и буду получать от этого реальное удовольствие. То есть они мучатся, рассказывая, что вот если вот он был бы такой, а если он у меня может быть таким, ну почему бы его не сделать? То есть, ну, как-то так я все-таки к этому отношусь больше. Вот тот же самый Чуба,
По поводу сборки, кстати, да. Сборка будет работать, почему нет? Единственное, что сюда нужен Чуба. Чуба нужен нормальный, Чуба нужен пробужденный. Ну и, соответственно, там загнанный там, на тот же самый 11 уровень хотя бы. Тогда Чуба будет нормально играть, скажем. Ну, 45, даже 45 уже сейчас бы, например, канала бы. Но вот то, что у меня 29 в моей лиге просто не работает, к сожалению. Это уже тут фактически действительно без вариантов. Так. Так, а теперь о прошлом. Что будет событие Фимперия? Да, на следующей неделе будет событие Фимперия. На следующей неделе, да, будет событие Фимперия. Соответственно, там будут у нас Афродита. Там будет у нас как раз Селкит. Угу. Так. Начнем с природы, допустим. Да, вот там будет Селкит. И ориентировочно она будет хедлайнером события. То бишь 14 уровень нам ее нужен будет. Там будет Афродитка. Афродита. Вот. И из хаоса там будет... Так, кто у нас там из хаоса будет? Угу. Афродита. Блин, а кто из хаоса-то? Вот вообще из башки вылетело. Хаоса из хаоса. Черт побери. Кто помнит, что там было в хаосе? Почему-то у меня вообще из головы вылетело. Вообще из головы вылетело все. Сейчас посмотрим. Так. Пативики. Так, майки пативики. Global Events. Global Events. Global Events. Так, 14 января. Афродита. А, Красная Жрица, все. И Селкит, Скорб. Красная Жрица будет у нас. Вот она. Будет у нас Красная Жрица. Но ориентировочно хедлайнер будет Селкит, соответственно, пока что ориентируйтесь так, там уже дальше посмотрим. Потому что она вписана в 3 главе, как бы, ну и она обычно под нее это событие как бы делалось. И Красная Жрица. То есть, в принципе, герои неплохие. Что Красная Жрица, одна из топовых реально стрелков и в хаосе, да и вообще выглядит. То же самое я могу сказать про Афродиту. Ну и Селки это отличный ближник из природы. То есть тоже вроде как и предъявить-то нечего. Действительно хороший герой. Поэтому событие не самое плохое. Если есть что подкопить туда, то копите. Ничего не могу сказать. Так. Угу. Сейчас попробуем. Так, Иштмала, Ми Вилана. Окей. Так, Иштмала, Ми Вилана. Хаос ближничек. Иштмала. Ми Вилана. Опа. Так. Угу. Сейчас, секундочку, Макс, я тебе отвечу по поводу этого. Так. Иштмала Ми Вилана, Грейс Стрик, Нинил. Блин, Нинил. Ну ладно. Грейс. Блин, да что ж ты. Грейс Стрик, Нинил. Где этот старпер? Блин, не хватает сейчас его качнуть. По-хорошему надо бы, конечно, до 11 его довести. Во-первых, на 13. Так, во-вторых, мертвячки 7-7 приходили бы. Ладно. Так, и которая в кристаллы превращается. А, это Мадам Агония. Женщина с призыва заморозкой. Это женщина с призыва заморозкой. А, это что ли? Медуза, что ли? Агония, понятно. Жрица. Ну, Мадам Агония, да. Мадам Агония это которая вот... Где она? Здесь она где-то должна быть. Вот Мадам Агония. И я не понял про эту. Это Мизу или... Которая заморозка, или это Медуза. Просто если Медуза, то у меня ее нету. То есть вместо Медузы могу взять кого-то другого.
Самой медузы у меня, к сожалению, нету. Вот она, да, замораживает при появлении в ее ряду врага. В принципе, ну, блин, здесь и по-хорошему не под кого брать это. Блин, Нинил, конечно, это здорово, но Нинил это жесть для этого. То есть, давай возьмем этого Йорика. Он, мне кажется, здесь будет и то полезнее. Просто, ну, нет у меня медузы, деваться, к сожалению, то есть, поэтому, ну, здесь Стрик Грейс как бы добавлены. Но вообще это сборка хаоса. Низу как-то я хрен знает, здесь зайдет, вообще не зайдет. О, а? Так, ладно, давайте попробуем так. Пока. Погнали. Добьем как раз звездочки и будем потихонечку... А, Ханака! Все, я понял, сейчас Ханака тогда возьмем. Отыграем эту партию и возьмем Ханака. Отыграем эту партию и возьмем Ханака. Давайте даже Вилана, наверное, первым поставим. Угу. Чем мне тут закрываться? Чем мне тут закрываться? Сотку я ему так нанесу, 150. Давай пока так. Потом добьем, если что. То есть он немножко атаки у него все-таки своровал. Отлично. Отлично. Блин, попаду, не попаду, это называется, да? Ну, почти. Почти. Если что, следующий можно немоту будет кинуть. Он сейчас Вилана должен будет прикрыть. Нет, смотрите-ка. Не прикрывает он Вилана. Ну, кстати, немоту все равно стоит здесь кинуть. Блин, стрелков получается очень много. По факту 50, 145, ну, хрен знает. Ну, что-то мне не верится, что он. Чуть-чуть опять, чуть-чуть не добили. Не допинали негодяя. Так, не посмотрел я, кстати, есть у него там Грут или еще кто-то. Грута нету. Есть Ханака у него вот как раз. У него как раз есть Ханака. Давайте, ладно, так. Надо все равно его сливать. Угу, заморозка пошла. Стрелков очень много, конечно. Я понимаю, что ближники должны быть танками, притом такими конкретными. Ну вот да. Ну, опять же, попробовать так. Давайте попробуем. Сейчас она, по идее, атакует. У нее, вот, по идее, щит у нее должен появиться. А потом уже переродится мой крендель. Хотя он вышел первый. Нет, все правильно. Сначала он. Так, ну здесь даже не знаю. В принципе, а мне сейчас закрываться. У него есть массовики-затейники? Массовиков-затейников нету. Так что, наверное, можно сейчас и камнями закрыться, по большому счету. Вот так вот сыграть. Сейчас посмотрим, что получится. Понятно. Вилана. Вилана мы вот так вот срезаем, опять же. И убиваем. Благополучно. Не знаю. Артура он, кстати, так и не выпустил еще. Хорошему. Ага. Не прокатило, да? Не прокатило.
137. На камне, не знаю, даже хватит ему. Наверное, хватит. Нет, вроде не должно ему на камне хватить. Не хватит. Ханака вышла. Так. Угу. Ханака. Моя сборка. У кого-то увидел, заскринил, чтобы на стриме скинуть тебе. У нас призыва. А, все, да. Нет, там либо медуза это могла быть. Ханака сейчас благополучно помрет. Ну и здесь, я думаю, мы уже вытащили эту игру. У нас 2 вилана стоят, притом такие не самые слабые. Не самые слабые виланы у нас стоят. Давайте вот так вот сделаем. И победим. Так, сейчас Ханака тогда поставим вместо. Так, все, здесь победка. Ну, ребят, на сегодня это будет последняя сборочка. Мне просто сегодня вечером на работу и хочется тоже с семьей хоть побыть. Поэтому убираем сейчас. Хотя, конечно, здесь Йорик... Ну, Йорик в любой, в принципе, сборке заходит замечательно сейчас. Замечательно Йорик заходит. Ну, давайте Ханака попробуем. Блин, тоже я ее до 11 до ума так и не довел еще. Поэтому пока что так. 17-10, там будет 24-16. Вот единственное, что могу ей духовную связь одну дать. Давайте попробуем. Давайте попробуем с Ханака. Сам я... Наф-наф. Регулярно мне, кстати, тоже этот типан попадается. Регулярно он мне попадается. Летунов у нас тут нету. Ну, в принципе, это изначально я уже вижу, что поражение. Как ни крутите, Токио Сити будет. Нечем мне его просто будет сейчас контрить. Он сейчас отожрется. Ну, Немота на третий ход это несерьезно, прям скажем. Здесь она уже ничем мне не поможет. Ну, Ханака пришла, ну, что она сделает? Да, остановит его ненадолго. Крайне, скажем так, ненадолго. Ну, кстати, довольно тупой ход с его стороны. Не знаю я вообще. Хотя и мне-то от этого как бы тоже не холодно, не жарко. Ну, вот могу вот так вот сыграть. Пока что. Чтобы заморозить их. Здесь получается контры нету, ничего нету. Давайте вот так вот попробуем. Давайте попробуем так, но сомнительно. Ага, понятно. Ай. Сомнительно это на самом деле занятие. Блин, и главное, что Шамун нам не покоцать. Даже чуть-чуть мы ее не коцнули. Это хреново. Блин, ну задолбал реально. Хорошему Вилана надо ставить сейчас. Мне даже агонию не поставить. Даже агонию не поставить. Потому что у меня все коцаны, а не у него. Там не пошли. Ближников. Блин, ну, ясно. Там по 65 до отрава. О чем тут можно говорить? То, что я ее как бы засалил, ну, это ничего не значит. Точнее, не засалил, а заморозил. Яд все равно будет капать. Еще и снял. Да. Да нет, ну, здесь поражение. Поражение, честно говоря, сборка очень своеобразная в плане именно защитного варианта. То есть она вроде как под защиту собрана, но в то же время защищаться особо нечем.
Да, блин, господи, успокойся ты. Вот, кстати, мы вылетели. Сейчас загружусь. Еще одну игру и будем заканчивать на этом. Я никого никогда ни с кого не тяну руками и ногами лайки. Понравилось? Лайкнули. Не понравилось? Дизлайкнули. Открою страшный секрет, кстати, дизлайки тоже продвигают видео, пусть и в меньшей степени. Но это не значит, что нужно всем ставить дизлайки. Ух. Ну, вообще, конечно, да, сборочка очень своеобразная, получается. Не, ну, возможно, там сборка просто более сильно вкачана. То есть, тот же самый Штмала, там, если за 200 хп у него здоровье, но он гораздо дольше будет стоять, и, соответственно, из этого следует, что за ним можно кого-то прятать. И 120 хп, особенно против Шамуна, это 2 тычки ее. Ну, вот в среднем сейчас на лиге. То есть здесь Шамуны, получается, нет, здесь сплошные стрелки. Да, Мадамагония вроде как что-то решает, но она и своих больше может засалить. Я поэтому ее сейчас особо не использую. Превратить в эти кристаллы. Не всегда, короче, вот в этом плане, вот если сравнивать ее как раз и Остру, как я говорил, да, вылет был точно намек сверху. Сейчас я говорю, последнюю игру играем и заканчиваем на этом. Вот. Ну а следующий стрим ориентировочно, я думаю, либо в понедельник, либо во вторник, там уже ближе, так сказать, к этому отправлю. Так, ну, здесь, как обычно, да, рекламки. Рекламки, рекламки, рекламки. Честно говоря, да, конечно, эта сборка, ну, блин, такое себе, я бы сказал. Получается, из танков здесь, ну, а Ханака в каком-то мере можно считать ее танком. Плюс Ми и Иштмала. Все остальное это стрелки. Ну, как бы понятно, что Вилана самодостаточный, то, что там бафает здоровье. Но вот Нинил, блин, Нинил это, короче, реально сейчас корм для Грейс, можно так сказать. Очень сложно сейчас Нинила поставить так, чтобы он... Здоровья у него, во-первых, изначально очень мало. Даже на хорошей прокачке здоровья у Нинила крайне мало. Из-за этого возникают проблемы, блин. Здесь бы Грутика, да, не помешало бы. Не помешало бы нам Грутика. Она у нас призывается. При смерти врага, кроме хаоса и зданий, призывает в первый ряд хора. Вот надо еще поймать, чтобы, блин, ну сейчас у нас сольется, да? Так, включаем. Включаем. А что мы включаем? Ну, блин, ну понятно. По 11, короче, ударил. Давайте я здесь сразу сдамся, чтобы уже себе голову не мучить. Сыграем еще одну партию, потому что, блин, ну это извращение, конечно. Из всех, блин, там, что ты мог здоровье выбрать, он выбрал именно вот курс за 22, чтобы ударить на 11 урона. Ну, понятно, что, короче. Так. Можно с Ивана начать, можно с Грейс начать. Давайте с Грейс начнем. И приходят под первым, видите, все стрелки. Ну ты что я тут должен делать? А сколько у него там? По 95! 95! Я все, я молчу, короче. Я, короче, молчу. Ну, кстати, как это странно не звучит, сейчас зайдет Мадам Агония. Да, обидно ее отдавать на Вилана, да, все прочее. И она бы наверняка получше бы стала, да. Хотя, можно и не отдавать. Можно поставить немоту. Можно сделать вот так вот. Здесь в нулину им скинуть. Здесь ряд, соответственно, у нас полностью. Ага, полностью, как же. Задефишься здесь. Правда, есть вот такая штука. Ну, хорошо, хоть заморозили все. Ну, здоровье сейчас немножечко набафали, уже хорошо. Вот сейчас вот Ханака зашла вот так, как она примерно должна заходить.
То есть в полной мере под стриком она хорошо играет. Так, так. Я даже не знаю, здесь стоит рисковать, не стоит. Да, наверное, а что так, что сяк. Ну, заморозили 95, 91. Четко выигрываем. Ну вот, в принципе, вот так вот эта колода может работать. Да, не спорю. Но, опять же, нужно там подкачивать, конечно, некоторых мне героев лично. У вас она, может быть, работает уже прямо сейчас. Так. Кстати, не забывайте, да, забирать вот эти вот изумрудики. Все-таки тут 200 штучек. Ну, не самое плохое, особенно учитывая, что это халява. Да, сейчас, к сожалению, любой герой действительно является кормом для Грейс. Ну и по поводу... Так, кого я там хотел упомянуть еще? Еще кого-то хотел упомянуть. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну, по поводу Магонии сказал. Она реально может затащить катку, но нужно очень крайне аккуратно с ней. И вот как раз по поводу нее, это по-честному. Вот то, что касается как раз... Ну, я писал в телеге. Да, кого нет в телеге, welcome. Есть там под каждым видео у меня контакты, как можно попасть в телегу. Там есть у нас говорилка. Всегда можно обсудить, вопрос задать. Так что приглашаю. Она превращает всех, и это честно. Но, с другой стороны, если брать примеры острые, могли бы спокойно сделать, что она превращает раненых врагов противника в кристаллы, и по нынешним условиям это было бы даже, наверное, как бы честно в их понимании. Почему нет, да? И зачем всех превращать? Так этот герой гораздо менее играбельный. Так бы она была, я думаю, ну в каждой пачке она бы практически была, Мадам Агония, если бы ей сделали, что она превращает героев противников в кристаллы, раненых. Вышла Грейс, всех поранила, вышла Мадам Агония, всех превратила. Можно сказать, это автолуз будет. Почему нет? Ну, они по этой тенденции сейчас идут. Что они выпускают таких героев, которые тупо не дают играть другим многим героям. Ну вот, я отлично отношусь к Грейс. Вы прекрасно знаете... Ой, не Грейс, а Кэостри. Вы прекрасно знаете, что она почти в каждой также у меня пачке присутствует. Но то, что она творит, это не совсем корректно. Она вот должна как раз выглядеть как эпик, чтобы, ну, правильно мне тогда указали, что у нас же эпик есть. Сейчас я его найду тоже. Который все честно делает, то есть бьет по всем мужикам. Это справедливо. Это реально справедливо. Так, где она? Вот она. Вот, в конце хода наносит 15 урона каждому мужчине. Все честно, все справедливо. И легендарная же, мало того, что, блин, накладывает немоту только на мужчин врага, хотя сделайте, чтобы она накладывала и на своих мужчин. И сразу она заиграет другими красками. Она уже не будет во всех колодах. Потому что, ну, собрать пачку с бабами даже сейчас довольно проблематично и не совсем играбельно. Можно там, конечно, поизвращаться, придумать что-то. Наносит 10 врагам за каждого союзника. Пусть всем наносит. Пусть наносит всем абсолютно. И опять же, ну как Агония. Почему Агония должна страдать из-за этого и не играть нормально? Учитывая, что она превращает всех раненых героев. А Остро замечательно себя чувствует. Ну, короче, здесь такое, меня уже понесло не в те дебри. Ребятушки, спасибо тем, кто был... так, там черный герой с вопросительным знаком. Это то, что он дает этим пиромантам. Он по умение пятерку наносит варлордом. Ребятушки, спасибо, кто был все эти 2 часа со мной. Я всем крайне признателен. Если у кого-то возникнет желание поддержать копеечкой канал, все внизу. Все данные. Ну и спасибо, ребят, кто потратил это время. Получается, у нас субботнее на меня. Увидимся. Следующее видео сам еще не знаю, о чем будет. Так что все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, ребят. Пока.